Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Азамель, и сегодня у нас очередной мукбанг. Вот такие вот палочки, которые уже рассоединены. Итак, ребят, у нас не было мукбанга 2 дня. Я очень сильно нервничала. Не было его из-за нехватки времени элементарно. Каждый раз говорю себе, что не буду нарушать традицию снимать каждый день, но не получается, потому что каждый день это слишком громкое заявление. Каждый день снимать очень-очень сложно. Итак, друзья, статистика моих просмотров не меняется. 60% все еще смотрят без подписки. Хотя я вижу комментарии очень много, которые ребята пишут, что я думала, что я на тебя подписана, а оказывается нет. Проверила, подписалась. Но, наверное, их очень мало. Так что, если вы все-таки смотрите мой канал и мое видео, проверьте, подписаны ли вы на мой канал. Здесь у нас гунканчики. Здесь с крабом и с окунем, кажется. Вот так вот сегодня будем отвечать на ваши вопросики, общаться. Кстати, недавно я была в прямом эфире через телефон в Ютубе. Просто 100 раз пожалела, что зашла. Оказывается, через телефон это дико неудобно. Я не видела нормальных сообщений. Я не могла отвечать на вопросы. Одна из моих подписчиц вообще меня видела наоборот. Короче, не советую подключаться к прямому эфиру через телефон. Он был не запланированный, потому что я планировала его провести в Инстаграме. Кстати, ссылку на мой инстаграм я тоже оставлю внизу. Вы можете переходить, подписываться. Там я круглосуточно. Так вот, мы провели прямой эфир в инстаграме. Потом, там было очень мало людей, потому что я только-только открыла инстаграм. Там мои подписчики чисто, которые приходят отсюда. Там нас было немного, и мы там с ребятами, с девочками решили, что мы пойдем в YouTube, так как нас здесь намного больше. И мы пришли в YouTube. Эфир был посвящен моему воркбуку, который я сейчас пишу по продвижению в Instagram. Это моя вторая страница в Инстаграме. Первую я просто решила закрыть, потому что она была изначально неправильно построена. Вот, и я поняла одну вещь. Что я ни в коем случае больше не буду смешивать мои две аудитории, которая в Инстаграме и которая в Ютубе. Потому что Инстаграм я веду по вообще другому профилю. Инстаграм я веду как... Смотрите, там другая тема совсем. Там инфопродукты, там как вести Инстаграм, как зарабатывать в Инстаграм, про бизнес и так далее. Как раскачать свою страницу, как продавать через Инстаграм и так далее. А здесь у меня еда и расслабление. Поэтому, если вас не интересует тема развития, тема своего бизнеса, там, не знаю, заработка в Инстаграм, то вы можете туда не подписываться. Я уже не настаиваю, как раньше. Там другая тема. Я поняла одну вещь, что я больше не буду никогда смешивать эти две аудитории. Здесь у меня другая жизнь, там другая. Но
Мы договорились, что в воскресенье у нас будет эфир. И по голосованию, то есть это будет не утром, мы думали утром или вечером, это будет вечером. Вечером в воскресенье я выйду уже в эфир через ноутбук, как нормально, как в первый раз. И мы будем общаться. Наверное, это будет часов в 9, как в прошлый раз, но в воскресенье. Это по Баку, в 8 по Москве. Воскресенье. Кто будет на эфире? Ребята, посидим, поболтаем. Надеюсь, я буду нормально в этот раз видеть всех. А то в первый раз даже чат был не виден. Итак, заболталась я. Давайте я отвечу на пару вопросиков хотя бы. Так как 2 дня мукбанка не было, мы с вами не общались. Так, заскринила я пару вопросиков. Задает вопрос, очень сложный ник, смешанный. Я надеюсь, что ты узнаешь свой вопрос. Привет тебе большой. И напиши в комментариях, как тебя зовут. Здравствуйте, очень приятно вас слушать. Звук, грамотная речь, всегда красиво накрыт стол. Спасибо большое, мне очень приятно читать такие комментарии. У меня такой вопрос. Что думаете о воровстве девушек? И какие, по вашему мнению, самые интересные обычаи азербайджанцев? Мы в одном из мукбанков говорили про обычаи Азербайджана, которые мне не нравятся, и вообще про какие-либо обычаи. Там в комментариях мнения разделились на 2. Типа обычаи нужно чтить, уважать и так далее, а другие были согласны со мной. Но про воровство девушек не было речи. Это на самом деле очень интересный обычай азербайджанцев, которые, наверное, до сих пор в каких-то деревнях Азербайджана имеют место быть. И это страшно, конечно же. Что такое вообще? На самом деле это, по-моему, во многих странах есть. На Кавказе, где девушек воруют. Я за то, но это даже не воровство считается, но когда молодые люди могут сбежать, допустим, от своих родителей, от своих родственников, которые против этого всего. Насчет этого я не против. Если вам больше 18, если вы выбрали себе спутника жизни и вам не разрешают или как-то там пытаются помешать, я на это плохо не смотрю. Но когда воруют девушек против их воли и против воли их родителей, это страшно, и это преступление. Очень жалко, что в некоторых наших деревнях, если это происходит, то потом семьи мерятся, что поделать, уже все. Они семья, и девушку обратно не берут, потому что это позор. Но мне очень жалко, и девушка прям, знаете, без своего согласия должна остаться там, где не хочет. Я не говорю про тех, кто рад этому. Но я знала одну девушку, она была моя родственница из деревни. И как-то они приехали к нам в гости в Баку, когда я еще была не маленькая, но я училась в старших классах. И ее своровали против ее воли и воли ее родителей. После всего этого, конечно же, делают свадьбу.
без свадьбы никуда. У него вот такие вот глаза были на свадьбе. Красные, опухшие. Она просто как привидение ходила. Я просто видела кассету из ее свадьбы. И не, конечно, на всю публику. Но вот она приходила к нам в гости домой, поэтому как-то пришлось так, что вот она рассказывала про это. И мне просто было ее жалко. У нее было 2 детей уже. И она не была довольна своей жизнью. Причем муж еще позволял себе ее бить. Я не знаю. И один раз она употребила одну фразу, которую я не забуду. Мы еще тогда в школе учились. Она такая, типа, учитесь, девочки, учитесь. Потому что, типа, образование нужно. Я, правда, не совсем с этим согласна. Но она сказала, что вот, вы будете такой, как я, мне просто некуда уйти. То есть она имела в виду, что если мы будем учиться, если мы ставим то есть если мы будем стоять на своих ногах, то если что-то нас не устроит, мы сможем уйти. А ей вот некуда уйти, даже если она этого очень хочет, потому что кто будет содержать ее детей, кто будет содержать ее. И в этот момент мне просто очень жалко стало таких девушек в ее лице. Хотя вы не представляете, какая была веселая девушка. Какая она была не тупая. То есть бывают, например, девушки, которые вот ни о чем, просто с ними ни о чем поговорить, да. Но вот она была не такая, она умела веселиться, она умела там разговаривать, беседовать и так далее. То есть она была для своего, то есть местоположения, где она жила, да, локация, она была очень такая открытая и веселая. По ее рассказам я поняла, что она просто выросла в такой открытой, веселой, жизнерадостной семье. Но потом ее отца не стало, и ей было некому за нее заступиться. Короче, к этому я отношусь как к большой трагедии. Это просто как погубить жизнь кому-то. Воровство девушек. Я надеюсь, что... я знаю, что я попусту надеюсь, что такого вообще не будет. Просто, наверное, когда дети растут, своих дочек и своих сыновей нужно растить по-разному. Учитывая все жизненные обстоятельства, которые могут с ней или с ним произойти. Мы уже закончили. Кстати, видите, я доела. Вкусные были роллы. В принципе, я надеюсь, что я открыто смогла ответить на этот вопрос. На этом мы с вами прощаемся. Встретимся в следующих мукбанках. Если вам нравится мое видео, не забывайте лайкать видео, чтобы поддержать его. Потому что с лайками видео становится популярнее и вовлекает намного больше людей. Поэтому, если вы хотите меня как-то поддержать, нажмите на пальчик вверх, и мы с вами встретимся в следующем мукбанке. Всем удачи, всем пока!